Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу, как вязать вот такие пинетки Adidas. Связаны они на размер приблизительно где-то 10,5 сантиметров. Вязать я буду из пряжи от двух разных производителей, но с одинаковым метражом. Подробнее о пряже я напишу в описании под этим видео. Крючок буду использовать 2 миллиметра. И давайте приступим к вязанию подошвы. Делаем начальную петлю и набираем 23 воздушные петли и плюс еще 3 воздушные петли для подъема. Всего 26 воздушных петель. Итак, набрала 23 воздушные петли и набираем еще 3 петельки для подъема. Набрали. Далее 3 петельки пропускаем и с 4 начинаем вязать столбики с накидом. Итак, вяжем до конца ряда столбики с накидом. Всего у нас должно получиться 23 столбика с накидом. Давайте провяжем самостоятельно до конца ряда. Провязала я до конца ряда. В последнюю петлю, куда мы провязали 23 столбик с накидом, мы будем делать прибавление и вязать еще 5 столбиков с накидом в эту петельку. И всего у нас получится в одной петельке 6 столбиков с накидом. Итак, прибавление сделали. Дальше вяжем 22 столбика с накидом и будем делать снова прибавление. Провязываем до конца ряда. Довязала я до конца ряда и в последнюю петельку, куда я провязала 22 столбик с накидом, мы будем делать прибавление и вязать еще 4 столбика с накидом. Всего у нас получится в одной петельке 5 столбиков с накидом. Так, дальше нам нужно сделать 2 соединительные петли. Так. Одна и вторая в следующую петлю. Первый ряд у нас готов. Дальше набираем 3 воздушные петли подъема и вяжем 20 столбиков с накидом до прибавления. Провязываем 20 столбиков с накидом. Провязала я 20 столбиков с накидом. Дальше будем делать прибавление. В каждую петельку по 2 столбика с накидом. И снова в эту же петлю столбик с накидом. В следующую петлю тоже 2 столбика с накидом. И так у нас должно получиться здесь 6 прибавлений. Третье прибавление. Четвертое.
5 и 6. Все, прибавление сделали. Вот такое прибавление у нас получилось. Дальше вяжем 21 столбик с накидом и будем дальше делать тоже прибавление. Провязываем самостоятельно. С этой стороны будем делать такое же прибавление, как делали сейчас. Итак, 21 столбик с накидом я провязала. Дальше делаем прибавление в каждую петлю по 2 столбика с накидом, так же как и с той стороны. И в эту же петельку еще один столбик с накидом. И так у нас должно получиться здесь также 6 прибавлений. И делаем последнее прибавление. Дальше делаем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. И второй ряд подошвы готов. Дальше набираем 3 воздушные петли и вяжем 21 столбик с накидом до следующего прибавления. Провязала я 21 столбик с накидом. Дальше будем делать прибавление. Прибавление будем делать через одну петлю. То есть в первую петлю мы провязываем 2 столбика с накидом и второй столбик с накидом. В следующую петлю мы провязывать будем только один столбик с накидом. В следующую петлю снова 2 столбика с накидом, второй, в следующую 1 столбик с накидом. И так чередуем, и всего у нас должно здесь получиться также 6 прибавлений. Итак, прибавление сделали. Дальше вяжем 22 столбика с накидом и будем делать также прибавление. И давайте провяжем самостоятельно. 22 столбика с накидом я провязала. Сейчас будем делать прибавление так же, как мы и делали, через одну петлю. В одну петельку вяжем 2 столбика с накидом, в следующую 1 столбик с накидом. Дальше в одну петлю 2 столбика с накидом, и так у нас здесь должно получиться 6 прибавлений.
Последнее прибавление. Дальше делаем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Сделали. В принципе, можно связать подошву, чтобы шов на пятке был в центре, но я вяжу по старинушке, по своей же схеме, и у меня шов получается в стороне. Дальше нам нужно будет связать вот этот подъем от подошвы. Для этого набираем 2 воздушные петли и будем вязать первый ряд за дальнюю стенку петли. Вот таким образом. Заводим крючок за одну стенку петли и вяжем столбики без накида. За одну стенку петли, за дальнюю стенку петли. Таким образом у нас будет получаться красивый подъем. И так будем вязать полностью этот ряд. И давайте провяжем самостоятельно до конца ряда. До конца ряда я довязала. Сейчас делаем соединительную петлю во вторую воздушную петлю подъема. Дальше 2 воздушные петли. И будем вязать столбики без накида. Ряд из столбиков без накида вяжем уже полностью за всю петлю. Давайте провяжем этот ряд столбиками без накида и еще 2 ряда. То есть всего у нас получится, нам нужно провязать 3 ряда столбиками без накида. Итак, довязала я до конца, отрезала нить. Всего у меня получилось, и у вас тоже 4 ряда столбиками без накида. Сейчас мы будем с вами вязать мыс пинетки. Для этого находим серединку. Я делаю это вот так. В центре оставляем одну петельку, и от этой петельки начинаем отсчитывать 14 петель в одну сторону и 14 петель в другую сторону. Всего у нас должно получиться 29 петель. Отметили. В принципе, в другую сторону можно и не отсчитывать, так как всего у нас должно все равно получиться 29 петель. Итак, давайте начнем вязать. Первые 3 петли в начале ряда и последние 3 петли в конце ряда мы будем вязать за дальнюю стенку. Вот так. Начинаем вязать тоже не за целую петельку, а за только дальнюю стенку. Набираем 3 воздушные петли. Воздушные петли подъема мы будем считать за один столбик с накидом. Дальше мы будем делать одно убавление столбиками с накидом. Делаем накид, заводим крючок за дальнюю стенку петли, протягиваем нить, провязываем только 2 петли. 2 петельки у нас осталось на крючке. Дальше мы снова делаем накид, заводим крючок за дальнюю стенку петли, вытягиваем нить, провязываем через 2 петли, остается 3 петельки на крючке и провязываем их. Одно убавление мы сделали. Дальше мы вяжем один столбик с накидом полностью за всю петлю. Вот так. Делаем накид,
Вяжем столбик с накидом. Провязали. Дальше мы будем делать снова убавление. Делаем накид, протягиваем нить через 2 петли, 2 петельки на крючке. Дальше накид, в следующую петлю заводим крючок, протягиваем через 2 петли и через 3 петли. Убавление сделали. В следующую петлю вяжем 1 столбик с накидом. И так чередуем. То есть сразу убавление, потом 1 столбик с накидом, снова убавление, снова 1 столбик с накидом. И так до конца ряда. Не забывайте здесь провязывать 3 петельки последние за дальние стенки. Провязала я 26 петель. 3 петельки у меня еще остались не провязанными. Будем вязать их за дальние стенки. Делаем накид. Здесь у нас получается, мы будем вязать убавление одно. 2 петельки на крючке, снова накид. Следующую. Протягиваем через 2 петли и через 3 оставшиеся. Убавление сделали, и дальше мы будем вязать 1 столбик с накидом за дальнюю петлю. Так, первый ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Дальше мы будем вязать ряд столбиками без накида в каждую петлю, начиная с вот этой петли. Самый первый. Заводим крючок и вяжем столбики без накида. Вяжем так до конца ряда. Довязала я до конца ряда. Всего получилось 19 столбиков без накида. И дальше вяжем третий ряд. Набираем 3 воздушные петли. И здесь начинается самое интересное. Вяжем одно убавление, то есть 2 столбика с накидом с одной вершинкой. Я буду называть это так. Провязываем только через 2 петли. 2 петли остаются на крючке. Снова делаем накид. Заводим крючок в петельку, провязываем через 2 петли и через оставшиеся 3. Дальше мы будем вязать лицевой рельефный столбик за столбик первого ряда. Делаем накид и ищем второе убавление, где мы делали, и будем вязать за первый столбик второго убавления. То есть отсчитываем 4 первых столбика с накидом, и за пятый, вот этот, мы будем провязывать лицевой рельефный столбик. Протягиваем нить. И внимание, здесь протягиваем нить через одну петлю. Не через 2, как мы делали, а через одну. Дальше через 2. И дальше через 2, которые остались. Вот такой рельефный столбик у нас получился. Одну петельку за рельефным столбиком мы будем пропускать, в нее мы ничего не будем вязать, а будем вязать за следующей, вот этой. Делаем накид и вяжем 2 столбика с накидом с одной вершинкой, то есть делаем так убавление. Провязали. Дальше мы снова вяжем рельефный столбик, отсчитываем 4 столбика от нашего первого рельефного столбика, и в пятый столбик вяжем 1 рельефный столбик с накидом. Провязываем через одну петлю, через 2 петли и через 2 оставшиеся. Сделали. Дальше опять одну петельку за рельефным столбиком пропускаем, начинаем вязать за следующий. Здесь мы делаем убавление столбиками с накидом. Вяжем 2 столбика с накидом с одной вершинкой. Провязали. Дальше снова будем вязать рельефный столбик с накидом. Отсчитываем 4 петельки, в пятую вяжем. Не петельки, а столбика с накидом. В пятый столбик с накидом вяжем рельефный лицевой столбик с накидом.
Провязали. Снова одну петельку пропускаем. Со следующей вяжем убавление столбиками с накидом. Но здесь ничего сложного нету, главное понять принцип вязания, сколько чего откуда отсчитывать. Так, дальше снова отсчитываем 4 столбика первого ряда и в пятый провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Через одну петлю протягиваем нить, дальше через 2 и еще через 2. Снова одну петельку пропускаем за рельефным столбиком, со следующей начинаем вязать убавление. 2 столбика с накидом с одной вершины. Дальше снова отсчитываем 4 столбика с накидом в первом ряду, в пятый вяжем лицевой рельефный столбик за пятый. Вот таким образом вяжем через одну петельку, через 2 и через 2. Рельефный столбик провязали. Дальше одну петельку пропускаем, вяжем убавление. Провязали и дальше вяжем один столбик с накидом уже просто за петельку. Третий ряд провязали. И вот что у нас получается. Четвертый ряд мы будем вязать столбиками без накида, так же как и второй ряд. В каждую петельку провязываем столбик без накида. И всего в этом ряду у нас должно получиться 13 столбиков без накида. Вяжем так до конца ряда. Итак, провязали четвертый ряд. Дальше будем вязать пятый ряд. Набираем 3 воздушные петли. Здесь уже вот видите, видно, где рельефные столбики и за какие нам нужно будет вязать рельефные столбики лицевые с накидом. Дальше делаем накид. В следующую петельку заводим крючок, достаем, вяжем только через 2 петельки. 2 петельки остается на крючке. Дальше снова накид и уже вяжем лицевой рельефный столбик с накидом. За рельефный столбик заводим крючок, вяжем через одну петельку, дальше вяжем через 2 петельки. И смотрите, здесь у нас осталось 3 петельки на крючке. Мы их не будем провязывать, они так и остаются. Дальше делаем накид, одну петельку за рельефным столбиком пропускаем и в следующую начинаем вязать. Вяжем как бы убавление, через 2 петельки одна остается. Дальше снова накид, заводим крючок за рельефный столбик, протягиваем. Вяжем через одну петельку и через 2 петли. У нас на крючке остается уже 5 петель. Они и остаются на крючке. Дальше мы делаем накид, одну петельку пропускаем, со второй начинаем вязать как бы столбик с накидом, но не довязывая его. Дальше снова накид за рельефный столбик, вяжем через одну петельку и через 2 петельки. Остальные петли у нас остаются на крючке. Дальше снова одну петельку пропускаем, со следующей начинаем вязать, в принципе так же как и вязали. За рельефный столбик, через одну петельку, дальше через 2 петельки. Эти петли остаются на крючке. Дальше снова накид, одну петельку пропускаем, со следующей начинаем вязать через 2 петли, дальше снова накид и вяжем за рельефный столбик. Провязываем через одну петлю и через 2 петли. Остальные петельки остаются. Дальше снова накид. Эти 2 петельки мы провязываем вот таким образом, как бы их не довязывая до конца. И последний столбик с накидом, ну точнее не полный столбик с накидом. Итак, теперь провязываем через 2 петли и дальше мы провязываем рабочую нить через все вот эти вот петельки на крючке.
Так. Провязали. И затягиваем хорошо. Можно еще сделать петельку, чтобы уже точно все было хорошо так затянуто. Так. Еще петельку и отрезаем нить. Итак, мыс у нас готов. Смотрите, как красиво получилось. Сейчас мы будем вязать язычок для пинетки. Смотрите, нам нужно набрать 8 столбиков без накида до середины и 8 столбиков без накида от середины. То есть получается всего у нас будет 16 столбиков без накида. Итак, начинаем сначала. Заводим крючок, протягиваем нить, набираем 2 воздушные петли. Мы будем их считать за один столбик без накида. И дальше вяжем столбики без накида. Так. Первый ряд, конечно, вязать сразу не очень удобно. Так. И теперь вяжем так дальше до конца ряда. Давайте уже здесь провяжем самостоятельно, а то я долго буду так вязать. Давайте до конца провяжем самостоятельно. Довязала я первый ряд. Всего у меня получилось 16 столбиков без накида. Первые 2 воздушные петли считаются за один столбик без накида. Второй ряд вяжем также столбиками без накида и начинаем с самой первой петельки. Всего у нас должно здесь получиться также 16 столбиков без накида. Вяжем так до конца ряда. Довязала до конца я второй ряд. Давайте начнем вязать третий ряд. Набираем 3 воздушные петли и будем вязать полностью этот ряд столбиками с накидом. 3 воздушные петли будем считать за один столбик с накидом. И начинаем вязать столбики с накидом. Вяжем так до конца ряда. Итак, довязала я до конца ряда. Разворачиваем вязание и вяжем четвертый ряд столбиками без накида в каждую петельку. И у нас должно получиться 16 столбиков без накида.
Не забывайте провязывать последний столбик без накида в третью воздушную петлю подъема. И давайте провяжем этот ряд столбиками без накида. Дальше пятый ряд будем вязать столбиками с накидом, шестой ряд столбиками без накида, седьмой ряд столбиками с накидом и восьмой ряд столбиками без накида. Итак, провязала я язычок. Всего получилось у меня здесь 8 рядов. Белую ниточку можно уже отрезать, так как дальше мы будем вязать нитью голубого цвета. Итак, в самую первую петельку протягиваем нитку, набираем 3 воздушные петли, и в эту же петлю мы будем провязывать еще один столбик с накидом. То есть здесь у нас будет такое прибавление. Вяжем дальше столбиками с накидом. Ниточки прячем по ходу вязания. И вяжем так до конца ряда. Довязала я до конца ряда, осталась у меня здесь не провязанная одна петелька, и в эту петлю мы будем вязать также прибавление. В одну петельку 2 столбика с накидом. И второй столбик с накидом в эту же петлю. 9 ряд у нас готов. 10 ряд вяжем столбиками без накида в каждую петлю. Здесь у нас уже получится 18 столбиков без накида. Вяжем так до конца ряда. Довязала я ряд до конца, и следующий последний ряд вяжем таким образом: 4 столбика без накида, начиная с первой петли, дальше 2 полустолбика с накидом, делаем накид, протягиваем через все 3 петли, и еще один. Дальше 6 столбиков с накидом. Дальше снова 2 полустолбика с накидом. Второй. И 4 столбика без накида. Язычок довязали, можно нить отрезать. И вот такой язычок у нас получился. Дальше мы будем вязать вот эту вот часть пинетки. Смотрите, там, где мы вязали за дальнюю стенку петли, у нас еще осталась передняя стенка петли. Вот за эти стенки мы будем начинать вязание.
Вот таким образом мы будем провязывать эти 3 петли. Начинаем вязать с самой первой петельки. Протягиваем нить. Набираем 2 воздушные петли. Так, и вяжем столбики без накида. За дальнюю стеночку. Ой, за ближнюю стенку. И вот здесь мы будем вязать через полностью всю как бы петельку. И дальше вяжем столбики без накида. Ниточку эту прячем по ходу вязания. И давайте провяжем самостоятельно. Эту ниточку тоже прячем. Здесь провязываем за ближние стенки. Сейчас покажу, как вязать вот этом месте. Смотрите, вяжем столбик без накида за вот эту петельку. И вяжем столбик без накида уже за следующую петельку. Вот так. И вяжем так до конца. Смотрите, довязала я почти до конца ряда, осталось у меня не провязаны 3 петли. Провязываем одну, дальше провязываем за переднюю стеночку петли столбик без накида и еще один столбик без накида за переднюю стенку петли. Первый ряд готов. Дальше разворачиваем вязание и будем провязывать столбики без накида полностью второй ряд в каждую петельку. Так, спрячем язычок для удобства. Итак, начинаем вязать с самой первой петли. Так, вяжем. Всего должно получиться 56 столбиков без накида. Итак, вяжем до конца ряда. Дальше вяжем третий ряд. Делаем воздушную петлю. В следующую петельку один столбик без накида. Вот эту вот петельку. Вяжем столбик без накида. Дальше одна воздушная петля, одну петельку пропускаем. Со следующей начинаем вязать столбики без накида. Здесь у нас получилась такая дырочка. И дальше вяжем до конца ряда столбики без накида. Здесь оставим недовязанными 3 петли. Итак, довязала я до конца ряда, оставила непровязанными 3 петельки. Дальше делаем одну воздушную петлю, одну петельку пропускаем и за следующей начинаем вязать. Здесь мы будем делать убавление столбиками без накида. Итак, и в следующую тоже вытаскиваем и протягиваем 3 петельки вместе. Убавление сделали. Итак, дальше вяжем 4-й ряд, делаем воздушную петлю и вот эту вот дырочку, которая у нас получилась,
Вот так прям вяжем столбик без накида. Вот она наша дырочка, там где мы делали воздушную петлю и петельку пропускали. Вяжем столбик без накида. И этот ряд полностью вяжем столбиками без накида. Итак, вяжем до вот этой вот дырочки с этой стороны. Вот до этой вот. Итак, смотрите, довязала я до дырочки. И в эту дырочку вяжем столбик без накида, но не довязывая его. И в следующую петельку заводим крючок, достаем нить и делаем здесь убавление. Через все 3 петли протягиваем нить. Ряд готов. Дальше вяжем 5-й ряд. Делаем воздушную петлю. Следующую петельку вяжем столбик без накида. 1 воздушная петля, петельку пропускаем и со следующей начинаем вязать. Смотрите, у нас от вот этой петли и до вот этой петельки, как сказать, ну вот где у нас дырочка должна быть, со следующей, вот от этой петли до этой должно получиться 45 петель. Так, одну петельку пропустили, со следующей вяжем 2 столбика без накида. Дальше 1 полустолбик с накидом. Делаем накид и вяжем, провязываем через все 3 петли. Дальше вяжем 5 столбиков с накидом. И 5. Дальше 1 полустолбик с накидом. Провязали. Дальше 6 столбиков без накида. Дальше 1 полустолбик с накидом. Делаем накид. Провязываем через все 3 петли. Дальше 14 столбиков с накидом. Давайте провяжем самостоятельно. 14 столбиков с накидом я провязала. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом через все 3 петли. Дальше 6 столбиков без накида. Дальше 1 полустолбик с накидом. 5 столбиков с накидом. Один полустолбик с накидом. 2 столбика без накида. И второй. Дальше вяжем 1 воздушную петлю, 1 петельку пропускаем и со следующей вяжем 1 убавление столбиками с накидом. Провязываем и в следующую петельку достаем нить и провязываем через все 3 петли.
Ряд готов. Дальше 6-й ряд мы будем провязывать так же, как и вязали 4-й. Смотрите, делаем накид, вяжем столбик без накида опять в дырочку, вот где у нас воздушная петля. И дальше вяжем столбики без накида до нашей дырочки. Итак, довязала я до отверстия для шнурка, а то все дырочка, дырочка. Сюда мы провязываем неполный столбик без накида, то есть здесь мы будем делать убавление. Провязываем, но не до конца. И в следующую сразу же петельку заводим крючок, достаем нить, 3 петельки на крючке и протягиваем через них рабочую нить. 6-й ряд мы провязали. Дальше вяжем 7-й ряд. Воздушная петля, следующую вяжем 1 столбик без накида, снова воздушная петля, 1 петельку пропускаем и со следующей начинаем вязание. 1 столбик без накида, 1 полустолбик с накидом, дальше 5 столбиков с накидом, дальше 1 полустолбик с накидом, 6 столбиков без накида, дальше 1 полустолбик с накидом и дальше вяжем 12 столбиков с накидом. Провяжем самостоятельно. Итак, провязали. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом, 6 столбиков без накида, дальше 1 полустолбик с накидом, дальше 5 столбиков с накидом, дальше 1 полустолбик с накидом, накид и провязываем через все 3 петли. Дальше 1 столбик без накида, воздушная петля, 1 петельку будем пропускать, так, воздушная петля, петельку пропускаем, со следующей начинаем вязать убавление столбиком без накида. Так, заводим крючок, достаем ниточку и не провязываем, снова заводим крючок в следующую петлю, достаем и провязываем через все 3 петли. 7-й ряд у нас готов. Здесь можно уже отрезать нить. Так. Вот такая пинетка уже у нас получается.
На данном этапе я забыла, завязалась, и что вот эту вот часть заднюю нам нужно было обвязать. Но я это сделаю после того, как свяжу все вот эти вот детальки. Сейчас мы будем вязать 3 полоски. Связать их можно, конечно, и столбиками без накида, но я буду вывязывать сразу на пинетке. Нам нужно пропустить первый ряд вот этой боковушки, что мы вязали, и со второго начинать вязать. Отступаем 6 петелек и с 7 начинаем вязать. Заводим крючок. Так, давайте сделаем начальную петлю. В общем, здесь я сильно заморочилась, как вязать вот эти вот 3 полоски. Ну, даже не знаю, как это объяснять. Ну ладно, сейчас попробуем. Смотрите, протянули мы эту петлю. Следующую петлю мы будем вязать, сдвигаясь немножко на одну петлю вправо. То есть не в эту петельку будем вязать соединительный столбик, а в соседнюю, сдвигаясь вправо. Протянули. Следующую петлю мы будем вязать также. Заводим крючок, сдвигаясь вправо. Второй соединительный столбик. И третий мы также сдвигаемся вправо, протягиваем. Дальше разворачиваемся, вяжем соединительный столбик в соседнюю петлю этого же ряда. Разворачиваемся и вяжем 3 соединительных столбика в петельке, которые находятся рядышком. Второй и третий соединительный столбик вот эту петельку. Сделали. Дальше нам нужно сделать соединительный столбик в ту петлю, с которой мы начинали вязание. Вот сюда. Сделали. Теперь нам нужно вот эту вот петельку протянуть на изнаночную сторону. С изнаночной стороны, конечно, будет смотреться оно не совсем так и красиво, но ниточки эти все спрячем, будет просто как бы такое вышивание. Так, здесь сильно натянулась петелька. Так. Дальше нам нужно вот эту петлю, так, вот эту, протянуть на лицевую сторону. Смотрите, здесь одну петельку мы пропускаем, и со следующей будем начинать вязание. Заводим сюда крючок. Заводим крючок, вытягиваем петлю, лишнее подтягиваем и начинаем вязать таким же образом, сдвигаясь немного вправо. В этой полосочке мы уже будем вязать 4 соединительных столбика. В общем, я сейчас комментировать уже не буду, просто смотрите.
Здесь уже пошли столбики с накидом, но здесь видно, куда нужно сделать соединительный столбик. Так, дальше разворачиваемся. Делаем соединительный столбик в соседнюю петлю. И опускаемся вниз. Нужно смотреть внимательно, потому что столбики с накидом немножко тут неудобно. Скорее всего, столбиками без накида их связать было бы легче и быстрее. Но это уже мои заморочки. Разворачиваемся, делаем соединительный столбик в первую петлю. Вытягиваем петлю на изнаночную сторону. Дальше снова одну петлю пропускаем и со следующей начинаем вязать третью полосочку. Здесь все так же, сдвигаясь вправо. В этой полоске у нас уже будет 5 соединительных столбиков. Соседнюю петлю разворачиваем, вяжем вниз. Не забудьте такие полоски связать и с другой стороны пинетки. Протягиваем петлю на изнаночную сторону. И здесь уже здесь все расправляем. Здесь делаем узелок и отрезаем нить. Все ниточки потом прячем. Видите, да, с изнаночной стороны вот такое вот получается. Ну, эти ниточки спрячем. И вот такое вот останется. Ну, с лицевой стороны выглядит более-менее хорошо.
Может, у вас еще свои будут варианты, как связать эти 3 полоски, пишите в комментарии. Дальше мы будем вязать детальку, которая у нас будет на пятке. Вот эту вот синюю. Для этого набираем 23 воздушные петли. Делаем начальную петельку. И набираем 23 воздушные петли. Двадцать три воздушные петли я набрала. Теперь мы будем вязать 4 столбика без накида. 2 петли пропускаем и с третьей начинаем вязать. Вяжем 4 столбика без накида. 3 и 4. Дальше вяжем 12 столбиков с накидом. Делаем накид и вяжем столбики с накидом. Давайте провяжем самостоятельно. Провязала я 12 столбиков с накидом. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Почему 5? Потому что в начале мы 2 петельки пропускали. Они считаются у нас за столбик без накида. Довязали. Дальше смотрите внимательно, как мы будем вязать. Итак, сначала делаем воздушную петлю. Воздушная петля. Дальше соединительный столбик. Потом разворачиваем как бы вязание. И вот смотрите, с той стороны, где мы вязали 5 столбиков без накида, то с этой стороны мы будем в эти петли вязать 5 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше мы будем вязать 12 столбиков без накида. Вяжем. И давайте провяжем самостоятельно столбики без накида. Провязала я 12 столбиков без накида. Дальше мы будем делать соединительные петли, столбики. 1, 2 и так дальше. С этой стороны мы также будем делать 5 соединительных столбиков. Сделали. Дальше будем вязать одну воздушную петлю
И дальше с вот этой петельки будем вязать 5 соединительных столбиков. Так, здесь все так плотно связано, что неудобно немножко. 2, 3, 4, 5. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом, делаем накид, и вяжем 1 полустолбик с накидом, 3 петельки на крючке, протягиваем через них нить. Дальше вяжем 10 столбиков с накидом, давайте провяжем. Итак, 10 столбиков с накидом я провязала. Дальше делаем 1 полустолбик с накидом, провязываем через все 3 петли, и дальше вяжем соединительные столбики. 1, 2, 3, 4 и 5 соединительный столбик не вяжем, а просто вот так протягиваем петельку на изнаночную сторону. Делаем узелочек и отрезаем нить. Сделали. И вот такая вот деталька у нас получилась. Эти все ниточки прячем. Мы будем пришивать к задней части пинетки вот этой стороной, то есть вверх той стороной, где мы вязали столбики без накида. Вот таким образом. И смотрите внимательно, чтобы все здесь было по центру. Дальше мы будем вязать логотип Adidas. Для этого берем белую нить. Делаем начальную петлю и набираем 15 воздушных петель. Набрали. Дальше начинаем вязать со второй петли. Одну петельку пропускаем, со второй вяжем 1 столбик без накида. Дальше 1 полустолбик с накидом, делаем накид, вяжем полустолбик с накидом. Дальше вяжем 2 столбика с накидом. И второй. Дальше 1 полустолбик с накидом, через все 3 петли, 1 столбик без накида и вяжем соединительный столбик в следующую петлю. Дальше набираем 7 воздушных петель. Набрали.
Одну петельку пропускаем, со следующей начинаем вязать. Один столбик без накида, один полустолбик с накидом, 2 столбика с накидом, и второй, один полустолбик с накидом, и один столбик без накида. Провязали. Дальше вяжем соединительную петлю, следующую петельку. Связали. Дальше вяжем один столбик без накида, один полустолбик с накидом, 2 столбика с накидом. То есть здесь мы также вяжем, как и все лепесточки. Один полустолбик с накидом и один столбик без накида. Делаем петельку, нить отрезаем. И вот мы связали логотип Adidas. Когда вы пришьете, он будет смотреться аккуратно. Вот здесь 2 ниточки, этих можно связать вместе и потом их спрятать. И вот таким образом складываем и пришиваем. Шнурок для пинеток я уже связала. У меня есть отдельное видео, как вязать такой шнур. Можете посмотреть. Ну а сейчас давайте пришьем все детали к пинетке самостоятельно. Итак, все детали я уже пришила. И как я уже говорила ранее, я забыла обвязать пинетку. Вот это место. И сейчас мы будем с вами ее обвязывать. Берем белую ниточку. Так. Заводим сюда крючок. Протягиваем нить, делаем 2 воздушные петли. Дальше вяжем 1 столбик без накида. Следующий столбик я буду вязать, и вы тоже, в отверстие для шнурка, вот там, где мы делали вот эти вот дырочки, где пропускали петельку. Дальше снова 2 столбика без накида. Так, 1, 2 и снова столбик без накида, вот эту вот дырочку для шнурка. Дальше снова вяжем 2 столбика с без накида, 2, и следующий вяжем вот эту дырочку для шнурка. И дальше, смотрите, мы будем вязать снова 2 столбика без накида, а следующий будем вязать не за петельку, а как бы вот, смотрите, за полностью. Вот так продеваем, вот так, как бы у нас здесь тоже будет дырочка для шнурка. И дальше вяжем 5 столбиков без накида. Так. Дальше будем вязать 6 соединительных столбиков. Три, 4,
5 и 6 соединительный столбик. Дальше вяжем 14 столбиков без накида. Давайте провяжем самостоятельно. Вот до этого места. Итак, я довязала 14 столбиков без накида. Дальше мы будем делать 6 столбиков соединительных, как и делали с той стороны. 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше вяжем 5 столбиков без накида, а 6 столбик без накида мы будем провязывать, делая отверстие для шнурка. Не за петельку будем вязать, а полностью заводить крючок полностью под петельку. Вяжем столбик без накида, дальше 2 столбика без накида, дальше в отверстие для шнурка вяжем столбик без накида, дальше 2 столбика без накида, дальше снова столбик без накида в отверстие для шнурка. Снова 2 столбика без накида, следующий столбик без накида в отверстие для шнурка. Дальше вяжем 1 столбик без накида, в следующую петлю делаем соединительный столбик. Да, делаем петельку, и нить можно отрезать. И вот такие пинетки у нас получаются в итоге. Не знаю, насколько было понятно мое объяснение вам. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях, либо пишите мне в Instagram. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Ну а если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересных мастер-классов. Всем желаю творческих успехов и до новой встречи. Пока!